Всем привет! Это Гео, канал Квант. Еще никто не знает. И это второй выпуск. И тема для второго выпуска неожиданно. Она была написана другой, но я решил поменять местами, и поэтому сегодня я хочу поговорить с вами, почему все личное кажется неловким. Вообще, хочется сказать, почему я выбрал эту тему вторым выпуском. Потому что этот подкаст, моноподкаст, он в целом такой немного неловкий в целом, потому что тут я один с микрофоном, рассказываю что-то, думаю, размышляю, делюсь мыслями, рефлексирую, и это такое личное, и вот почему личное кажется неловким, и для меня, и для некоторых людей, как будто потому что кто-то боится, а кто-то не боится рассказывать что-то. И вот эта вот грань реально стирается, потому что я могу чем-то поделиться с вами, мы можем это обсудить, кто-то может подкинуть еще одну тему для выпуска, я тоже это, то есть коммуникация двухсторонняя. Вот, и даже что-то личное, оно же, не всегда какое-то такое отстраненное, грустное, такой комок чего-то серого и негативного, а наоборот, что-то прикольное, интересное, и все равно люди находят, потому что, мы все люди, и мы можем находить друг друга в разных ситуациях, и мы не одиноки в этих ситуациях. Так очень часто случается, когда ты, грустишь насчет каких-то моментов. Тебе кажется, что ты совершенно одинок в этой проблеме, с этой проблемой, и ты не знаешь, как ее решить, и ты закрываешься еще больше, и ты думаешь, такой прям нагружаешь себя. Но на самом деле, если так подумать, 8 миллиардов людей. И люди встречаются с этой проблемой. И это не должно звучать грустно, что а-ля наши проблемы не уникальны. Но это же правда так. И поэтому вот этот страх, боязнь, допустить что-то, что кажется каким-то не таким, мне кажется, очень напрасно. Вот, поэтому я решил как раз поговорить о том, что вот почему все личное, оно, кажется неловким. Не всегда, не для всех, но вот сначала точно. Это можно даже заметить по песням, допустим, Гриши Ляхова, а.к.а. Оуджи Буда. То, что когда в первые разы он вываливал что-то личное, люди странно реагировали, делали всякие тиктоки, такие, дэм, что это, как-то даже осуждающие. А потом, когда человек, правда, открыт, доступен, понятен, откровенен, вот это я. У людей, они привыкают, во-первых, и притупляется вот это вот желание осудить, а как будто наоборот, люди перестают сопротивляться и начинают как раз-таки находить себя в этом и проживать, и стараться, и вообще, стараться себя понять в этой ситуации. И поэтому, очень интересно реально, как немногие, правда, могут делиться чем-то личным, какими-то даже размышлениями, ситуациями, и чтобы люди могли посмотреть на себя со стороны или посмотреть на возможные варианты событий и понять их, и просто как полезный опыт, который ты не проживал, как книга, то есть ты читаешь книгу, и ты же ее читаешь и получаешь опыт все еще, и ты можешь не оказываться в таких ситуациях, или фильмы, или любой контент, который мы потребляем, это такой опыт. Вот, поэтому я искренне хочу делиться размышлениями, всякими прикольчиками, я не знаю. Вот, и посмотрю немного в ноутсы, да. Вот, и вообще открытость и честность не только храбрость, а всегда риск быть непринятым. И на самом деле, я уже говорил о том, что есть страх быть в ситуации уязвимым. То есть, когда тебя могут критиковать за твою честность, как-то осуждать за твои действия. Хотя ты просто, условно, я не знаю, захотел вау, и сделал сальто, но не попал, да, и люди осуждают, вообще вне контекста сделал, зачем? А на самом деле, да, прикольно, практически сделал, классно же, то есть, не знаю, надо искать вообще, реально во всем плюсы, потому что, негатива много, и, как говорил человек Николай Осипов, что, внешних факторов
и негатива слишком много, что вот тут вот у нас должно быть больше позитива и добра, и вообще таких положительных чувств, чтобы этим делиться. И я полностью поддерживаю эту мысль того, что всегда надо вот внутри и там в окружении, и в вещам, к которых ты прикасаешься, создавать, просто позитив и добро. Блин, это так тупо звучит. Люблю единорогов, и вот, но так радужно, но правда это так, и многие, не знаю, просто неосознанно к этому подходят и позволяют реально всяким эмоциям прям жутко-жутко бить по другим людям, не по себе, а вот именно по другим людям, и влиять как-то негативно, как-то не подумав, что-то сказав такое неприятное, и что, скажется на человеке. Вот, поэтому реально надо стараться нести много добра. Потому что, да, типа, грустные дни, негативные дни, они есть, от них не убежать, и это, типа, супер норм. Но если ты будешь стараться вносить больше добра, то, мне кажется, аутпут, который ты получаешь, намного круче. Вот. Еще, это немножко не в тему, но просто такая вот мысль меня посетила, вот, которой я хотел бы поделиться, о том, что, можно же вообще делать много чего, безусловно, не ожидая вообще ничего. То есть не строить никакие ожидания, там, не знаю, по отношению к людям, к релизам музыкальным, к книгам, я не знаю, вот не строить ожиданий, потому что, они разрушаются. И понятно, что в целом строить ожидания, которые ты потом не вываливаешь ни на что, это окей. Но вот глобально проблема нереалистичности этих ожиданий, то, что, мне кажется, они даже не были близко к тому, что вот в реальности получалось. Вот, и получается, что можно вообще без такой задней мысли о каких-то ожиданиях просто делать безусловно, потому что ты вот в моменте хочешь это сделать, и ты такой вот сделал добро, и ты не ожидаешь ничего там ни в ответ, вообще, ничего не ожидаешь. Потому что, реально, сколько ненависти вот в округе, и она вот живет в людях некоторых, и она прям такая неистощаемый поток ненависти. А все бы хотели нефти. Вот, но ненависти. И, надо с этим работать, ребята. Ребята, кто грузит, кто, напрягается, реально расслабьтесь. Расслабьте свои булочки. Вот. Поэтому, мне кажется, важно стараться делать добро, потому что с ненавистью тебя будут, если ты будешь атаковать, тебя будут контратаковать в любом случае. Либо игнорировать. И тогда и в двух этих ситуациях ты все равно уязвимый. Вот. И поэтому, когда тебе надо побороть, я не знаю, спросить, даже можно попросить помощи, когда ты вот реально не понимаешь, не разбираешься в этих причинах, почему так, почему я так, как-то без критического мышления, что-то вот как-то так, просто вот оно прям как-то льется, да, и реально работать. Потому что, нужно нести добро. И, где-то слышал фразу, что нужно делать все из любви. И это супер банальная фраза, как будто бы, хотя нет. Вот. И нужно делать не вопреки чего-то, а из любви к чему-то. И просто даже в таком формате я делаю вот это действие не потому, что, условно, я так хочу кому-то что-то показать. Это уже возвращаясь к первому выпуску. А больше о том, что я могу... Вот я люблю это, и поэтому я вот так вот вообще безусловно, без какого-то выгоды, задней мысли, просто вот сделаю это. Потому что могу, хочу, и у меня есть желание. Потому что, на самом деле, мы же много чего хотим, даже такого, нематериального, просто эмоций. И вот разнообразность этих эмоций как раз-таки кроется вот в этих маленьких действиях, маленьких детальках. Я не знаю, комплимент, просто пожелать там доброго дня, доброго утра, как вот этот человек, прекрасный в мелочах в ТикТоке. Такой вот просто дари добро. И это он, то есть понятно, что это вот прям такая гипербола добра. Но вот таким примером, вот немножко вкрапить в себя добро,
и какой-то такой вот светлый посыл внешнему. Хотя это бывает сложно, реально, я знаю по себе, что иногда есть такие дни, когда, от тебя добром и не пахнет. Но как будто бы, даже если есть такой день, и есть вот одно минимальное действие, которое ты можешь сделать, то это уже круто. Это уже хоть что-то. Это уже, не ноль. А когда ты делаешь что-то, хоть что-то, но не ноль, это приведет на периодичной основе вот к какому-то результату. Поэтому важно как будто бы. Вот. Сейчас еще подгляну. Вот, это вообще какая-то такая рандомная мысль, что искренность звучит как фальшь, если ее не ждут. Вот, иногда хочется сказать что-то по-настоящему, но... Окей. Но здесь написано в моих ноутсах про место и время и окружение, типа людей, которые тебя окружают в момент, что может быть неподходящим для какой-то там искренности, честности и какой-то эмоции такой откровенной. И, да, логично, но на самом деле я тут вот все это, я не говорю о том, что нам нужно прям супер всем открываться, говорить, творить добро всем вообще. Мне кажется, да, нужно дозировать это, и нужно просто чувствовать момент, ловить момент, когда это вот изнутри. Потому что если это идет изнутри, уже внешние факторы, да, не так важны. Вот. Поэтому, наверное, в эту тему это все. Это все, что вот мне сейчас приходит, поэтому я вот так вот с вами поделился. И, творите добро, а не причиняйте добро. И любите. Это был второй выпуск. Еще никто не знает, моноподкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, я не знаю. Продолжайте смотреть. И спасибо большое. Увидимся.